Всем привет, ребята! Небольшое объявление перед началом этого ролика. И вот прямо сейчас, в эту секунду, в книжных магазинах своего города вы можете встретить книгу, которую мы написали вместе с моим мужем Димой. Написали мы ее, в принципе, давненько, еще, наверное, зимой в Москве, когда мы были. И вот только сейчас, наконец-то, она вышла в тираж, и вы можете ее купить и посмотреть, что мы для вас приготовили. Мы не хотели сделать эту книгу обычной, о том, как похудеть, как накачать ягодицы. Мы хотели дать понимание вашего тела. То есть, как научиться управлять вашим телом. И, как мне кажется, у нас получилась не просто книга, а какой-то настольный дневник, даже которым я буду пользоваться, записывать свои результаты, следить за изменением своего тела и учиться чему-то новому. Помните, как в детстве я мечтала написать книгу, и вот, кто бы мог подумать? Спасибо вам, ребята, это все вы мое вдохновление. И обязательно я оставлю в описании под этим роликом ссылочку на интернет-магазин, где можно купить эту книгу онлайн, и вообще какую-то информацию в магазинах, где ее можно вообще купить. Так что спасибо вам большое, я просто безумно счастлива. Ну, а мы приступаем к ролику. Всем привет, ребята! Меня зовут Таня, и вы на канале T-Gym, где вас ждет яркий путь к совершенству. Вы даже не представляете, сколько поступает ко мне просьб о том, чтобы снять тренировки для беременных. Перед беременностью подготовить свой организм, во время беременности и восстановление вашего тела после беременности. Поверьте, я бы с радостью сняла подобные упражнения, а возможно даже комплексы. Я знаю, что примерно я бы делала в этом случае, но, как говорится, если ты не почувствовала это на собственной шкуре, советовать что-то и показывать, как мне кажется, это будет неправильно. Всему свое время. Но в своей тренерской деятельности я иногда встречаю девушек и даже парней, которых объединяет одна общая проблема. Это диастаз. У меня никогда не было диастаза, но я знаю, какие упражнения необходимо делать при этой проблеме, каких упражнений лучше вообще избегать, как определить, есть ли у вас вообще диастаз, что это такое и как от него наконец-то избавиться в домашних условиях, просто у себя дома. Так что, если вы подвержены этой проблеме, то этот ролик именно для вас. Стремно, конечно, сидеть возле озера, где водятся аллигаторы. В общем, ребят, давайте все-таки поймем, что такое диастаз. Диастаз – это расхождение или разделение прямых мышц живота. Если мы вспомним, с чего же состоит наш пресс, то, конечно же, это будет прямая мышца живота и косые приводящие мышцы нашего пресса. Так вот, вот эти две полосочки, бывает, иногда расходятся, образуя между собой ямку. Чаще всего, конечно же, диастаз образуется у девушек в первые 2-3 месяца после беременности. После беременности кожа, конечно, стала более рыхлой, мышцы не такие упругие, сильные. И, естественно, девушка спешит в тренажерный зал, чтобы восстановить, естественно, свою фигуру. И, конечно же, не всегда делает правильные упражнения, что может только усугубить ситуацию. Но также диастаз можно заметить у некоторых мужчин. Иногда это бывает из-за слишком тяжелой физической нагрузки, не всегда правильной, просто предрасположенности или же при ожирении. Давайте для начала уясним, чего делать точно нельзя. Вы напрочь должны забыть о нагрузке на прямую мышцу живота. Никаких подъемов корпуса, никаких подъемов ног, никаких скручиваний и никаких нагрузок, а уж тем более с дополнительным весом. Что касается статической нагрузки, здесь очень многие делают действительно ошибки, то прямая классическая планка вам тоже запрещена. На локтях, на ровных руках любая прямая планка тоже запрещена, потому что идет нагрузка все-таки на прямую мышцу живота, а это, как вы поняли, нам совершенно не нужно. Также запомните, что в некоторых базовых упражнениях также работает прямая мышца живота. К примеру, если вы ходите в тренажерный зал, приседаете со штангой для ягодицы ног, да, якобы, то ваш пресс тоже в этот момент работает и, естественно, не в очень хорошую сторону. Теперь давайте попробуем определить диастаз вместе. Как его вообще определить? Ложимся мы с вами на коврик, поясница плотно прилегает к полу. И теперь мы выполняем с вами скручивание, останавливаемся в точке напряжения вашего пресса и пальчиками нащупываем среднюю линию по пупку. Вот эта средняя линия. В этой линии вдоль пупка у вас должно быть разделение прямых мышц живота. Вот они идут прямые мышцы. Это свидетельствует о том, как раз, что у вас есть диастаз. Если у вас просто пространство между этими прямыми мышцами живота, вот у меня есть пространство. То есть все нормально, никакого диастаза нет, у вас должно быть небольшое пространство, чтобы пальчики могли сюда
вот так вот провалиться. Гораздо сложнее определить диастаз, если у вас есть ожирение или же большая жировая прослойка. Здесь уже поможет только УЗИ. Когда начинать избавляться от диастаза? Мне кажется, чем быстрее, тем лучше, но если вы после беременности, здесь уже нужно поконсультироваться с врачом. Естественно, он вам предложит подобные упражнения, но когда начинать приступать к ним, все очень индивидуально. Возможно, вы после кесарево сечения, тут там вообще совершенно другие особенности, поэтому, конечно же, консультируйтесь с своим врачом, если вы после беременности. Ну а вообще, чем быстрее, тем лучше. Затягивать с этим делом тоже не стоит. Во-первых, это не очень-то симпатично смотрится, когда у вас разделение прямых мышц живота. Ваш диастаз может перерасти в грыжу и потребуется дальнейшая операция. Так что все серьезно, приступаем как можно быстрее в зависимости от назначения вашего врача. Так, теперь что касается упражнений. На самом деле их не так уж и много, как вы могли бы подумать. Отключить прямую мышцу живота и прорабатывать одновременно пресс на самом деле сложновато. Здесь вся соль в упражнениях это в концентрации. И первое, самое главное и самое нужное упражнение для вас, которое вы должны делать ежедневно вместе с этими упражнениями, это вакуум. Вакуум, наверное, делают все беременяшки в Инстаграме. Это сейчас очень популярное и очень немного странноватое упражнение для всех, особенно кто видит его в первый раз. Это упражнение еще давным-давно начал практиковать Арнольд Шварценеггер. В большинстве случаев девушки, спортсмены делают это упражнение для того, чтобы сузить визуально вашу талию, проработать внутренние мышцы вашего пресса, даже улучшить пищеварение. Я очень советую многим делать это упражнение, и его необходимо делать утром натощак. То есть вы как только встали с кровати, даже перед кроватью, перед окном, начинайте делать это упражнение. У многих оно не получается, я до сих пор учусь его выполнять. Мой муж его каким-то образом вообще очень классно делает, и даже может делать какой-то танец живота. В общем, это очень-очень полезное упражнение, в особенности для тех, у кого диастаз. Так что учитесь, делая практики. Поначалу вы не понимаете свой организм, как необходимо делать это упражнение, просто практикуйтесь и старайтесь чувствовать, что вы делаете в данный момент. Вы должны сделать 3 глубоких вдоха и выдоха. И на выдохе, когда вы выдыхаете весь свой воздух из легких, вы должны прижать пупок к своему позвоночнику. Я понимаю, что очень странно звучит, но вы должны сжать максимально все ваши мышцы пресса. Вы должны вытолкнуть весь воздух, что у вас собрался в легких, через рот, и максимально прижать ваш пресс к позвоночнику. Каждым разом, с каждым днем это будет делаться гораздо проще. И как я сказала, вы делаете это все на голодный желудок с самого утра. Сейчас у нас день. И, конечно же, после того, как вы покушаете, гораздо сложнее выполнять это упражнение. Этот вакуум вы можете выполнять в 3-4 подхода, держать этот пресс по несколько секунд. Каждым днем у вас будет получаться все лучше и лучше. Вы будете лучше чувствовать мышцы вашего пресса. И в дальнейшем, когда вы избавитесь от диастаза, не бросайте выполнять это упражнение, потому что оно очень полезное. И напишите в комментариях, кто из вас уже умеет делать это упражнение и насколько вам удается задержать пресс в таком положении. Я, если честно, еще пока учусь, потому что мне сложно выдохнуть этот воздух, у меня все равно маленький животик остается какой-то. В общем, я учусь вместе с вами, и обязательно пишите в комментарии. Следующее упражнение, которое я вам покажу, тоже очень простые, очень банальные, но все-таки нужно хоть что-то выполнять для того, чтобы не усугубить ваш диастаз.
Обязательно выполняйте их комплексом вместе с этим вакуумом, и будет вам счастье. Вот, в принципе, и все на сегодня. Вот такие вот простые упражнения. И этот ролик в большей степени я сняла для того, чтобы уберечь вас от возможных ошибок. Потому что информации на сегодняшний день по поводу диастаза и различных упражнений в интернете очень много. Не вся из них действительно действенная информация, а некоторая даже опасная. Так что я надеюсь, вам понравился и был полезен этот ролик. Если это так, обязательно ставьте пальчики вверх, добавляйте этот ролик в избранные и выполняйте эти упражнения ежедневно, если у вас есть эта проблема. И, конечно же, встретимся в следующем видео. Всем удачи! Пока-пока!